Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Весы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что случится, что произойдет, события и неожиданности июля месяца. И у нас прогноз без границ, без временных рамок. Это будут те события, которые от начала где-то и до конца месяца вас будут сопровождать. Так вот, давайте будем узнавать. И у нас две ретро-планеты, ретро-Плутон и ретро-Меркурий. И ретро-Плутон нам говорит, ведь ретро – это всегда какое-то дежавю. То есть не торопись. Возможно, некоторые темы, которые у вас сконцентрировались, скажем так, на начало июня, не так быстро будут решены, а постепенно. Ну, а ретро-Меркурий – это все то, что мы говорим, как приставка переделать, пересмотреть, передумать, может быть, или переговорить, передоговориться. Вот такое я не исключаю. Но ретро-Меркурий у нас в знаке зодиака Рак, сопровождает нас добрыми энергиями. И это вопросы дома, семьи, любви и памяти. Значит, именно где-то там будут наши мысли и наши действия. Итак, давайте будем узнавать, зададим конкретные вопросы. Что для вас, мои дорогие весы, внезапно, неожиданно, а кто знает, возможно, стремительно? С чем, с кем это будет связано? Кто или что появится неожиданно, это тоже я не исключаю. Рассмотрим. И к чему же это все идет, к чему вам приготовиться? Как изменится ваша жизнь, мои дорогие весы? Ну и что прояснится в течение июля? Что уйдет или что вы завершите сами? Главное событие. Чем вам запомнится июль месяц? И последняя карта. Ваш главный ресурс. В чем ваша сила? Ну и как карта совет. Так что же там внезапно? Что там для вас стремительно, неожиданно? Вот так. Полярное совершенно значение. Это карта паузы. Это карта отдыха. Это карта о том, что мы, в принципе, никуда не спешим. Мы приводим тело в порядок. Мы приводим мысли в порядок. Мы можем приводить в порядок наше жилье, как избавляться от мусора, от какого-то хлама, что-то переделывать. Но это правильные мысли, безусловно. В принципе, все то, что я сказала еще до карт, вот эти энергии, когда не хочется суетиться, не хочется каких-то телодвижений, может быть, лишних делать. Что это такое? А может быть, просто для кого-то из вас период именно отпуска, да, когда вы себе даете паузу. У кого-то из вас по пажу пентаклей может быть, как приезд к вам детей. Я такое не исключаю, может быть, взрослых, да, например. Ведь это вестники, иногда детей обозначает карта. Но здесь может быть и сама по себе новость какая-то, после которой вам не хочется торопиться. Вот, кстати, да, новость может быть связана либо с деньгами, либо с какими-то новыми вашими планами, задумками. Возможно, для кого-то из вас вопросы личной жизни. И для вас, мои дорогие мужчины, это может быть ваша страстная любовь по отношению к конкретной женщине. А для вас, мои дорогие девочки, это может быть внимание другого человека. Это вы для кого-то можете быть очень притягательны. Вот этого я не исключаю. Но все же эта карта сильная позиция. У кого-то напрямую может быть и человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент, может быть и по Луне. Тогда это конкретная новость, скорее всего, которую вы получите от человека или предложение. Но сильная позиция говорит о том, что мы будем, скорее всего, как-то правильно анализировать информацию, именно правильно, не выносить скорее вердиктов, несмотря на то, что новостная палитра может быть достаточно богата, а мы постоянно анализируем и сохранять деньги, вот конкретно так, правильное отношение к деньгам. Иногда это как бизнес-вумен, мои дорогие девочки, может быть, это какой-то ваш проект, а среди вас много творческих людей. В принципе, не только девочки, мужчины тоже можете рассматривать эту энергетику, да, если действительно вы хотите что-то осуществить, то тут мы тоже не бежим с места в карьер, а это время на подумать, время для себя, как будто наметить, только наметить правильные шаги. И более того, будьте готовы к тому, все же, карта выбора, как будто мы раньше, да, словно от одного к другому жезлу ходили. Вы медленно, я не могу сказать, что это вот стремительно,
Тут нам ни одна карта про скорость, наоборот, не говорит. Более того, она даже приглашает вас, мои дорогие весы, куда-то не спешить, потому что либо смысла нет, либо, как себя не торопи, резко ты что-то не изменишь. Но вот выбор, скорее вам предстоит сделать. Выбор тот, который может касаться у кого-то взаимоотношений. Вам, возможно, придется, тем не менее, стремительность, она будет присутствовать именно, я вижу, через информацию или через какие-то предложения. Здесь может быть и такой момент, когда вам что-то предлагают, а вам этого не хочется. И тут по разным причинам. Для кого-то это будет усталость. Может быть, предыдущий период он был достаточно напряженный, как и физически, так и эмоционально. Вы будете чувствовать, что вам необходим вот именно отдых, мои дорогие. Поэтому не хочется каких-то скоростей. Но хотим мы того или нет, видимо, с такими горячими предложениями вы все же будете сталкиваться. Или когда на импульсе вам кто-то может что-то предлагать, будьте к этому готовы. И, видимо, некоторые конфигурации, хотим мы или нет, нам придется рассмотреть. Потому что какая-то ваша жизненная история стремится к тому, чтобы вы сделали правильный выбор. С чем, с кем это будет связано? С деньгами конкретно. Вообще добрая карта помощи высших сил, как лояльности нашей судьбы именно в июле месяце, когда вас ангелы как будто сопровождают. Быть внимательной с деньгами. Все же эта карта будет говорить и об интересе, может быть, конкретной персоне. Да, это могут быть партнерские отношения по бизнесу, например, или пусть это для кого-то, откуда к вам приходят деньги, и руководители, может быть, даже будут принимать участие. Для вас есть интерес некоторые темы как будто прояснить, с кем, с чем будут связаны, или есть у вас какой-то интерес. И карта говорит о том, что вот вам, весы, сейчас действительно как складывают пространство, вселенная, судьба, вот высшие силы, для вас складывают какое-то доброе время, когда вы можете и сами для себя, как объяснить или некоторые темы, может быть, даже от чего-то вы откажетесь, мы все разные, да, но рассмотрим как будто новые возможности, которые, безусловно, идут в вашу жизнь, но это будет, скорее всего, происходить с теми людьми, которых вы уже знаете. И к этим людям у вас может быть даже чисто материальный интерес. Я не исключаю, что по этой карте может вообще какая-то даже создаться ситуация, которая будет больше именно касаться чувств, но все равно по этой карте это чувство чувствами, но тут есть ваш интерес, и он будет материальный. Давайте немножко рассмотрим, а что это такое, с чем или с кем будут внезапности связаны. Старший аркан, опять же, умеренности нам говорит, что, дорогие весы, сложится как минимум один день. Или, может быть, несколько дней, а может, таких дней будет не один, да, на протяжении июля, когда не случайная случайность, услышанная новость вас поставит отчасти в тупик, и вам придется другими методами пользоваться. Вот, наверное, как по этой карте сидел, да, ни о чем не думал. Вот как этот человек, который под дубом сидит. И откуда ни возьмись, вот этот кубок. Вот у вас может быть неожиданное предложение или неожиданно открывшийся шанс, и вы оказываетесь перед выбором. И больше я вижу, что тут будет стечение обстоятельств и сообщение кого-то из конкретных людей. И, может быть, постепенно, пошагово какая-то путаница пытается тоже уйти из вашей жизни. И я не могу сказать, что это происходит очень быстро. Для кого-то тут будут именно совмещены вопросы и чувств, и финансов. Возможно, это тот человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Но все же по этой карте это могут быть вопросы дома, вопросы, связанные с вашими родственниками, с вопросы, которые даже, может быть, далекое, да, какое-то окружение, далекое родство, или люди, которые рождены, ну, может быть, даже под знаком стихии воды, где-то по луне. У вас будет работать великолепная интуиция. У вас, как знаете, так вот исподволь, неожиданно
может приходить возможность, и причем будьте готовы опять же к тому, что вы можете воспринимать это, а я ничего не хочу, а я никому не верю, а я уже была в какой-то прежней истории. И тем не менее, улавливайте подсказки судьбы. Не упустите какой-то очень добрый момент в течение июля, когда вы для себя можете, как минимум, да, вот для этой карты как будто необходимо встать как минимум из-под этого дуба и взять этот кубок. А человек, он смотрит удивленно и не может понять, а что это такое. Значит, вот такие энергии с элементом новизны и одновременно возможностей, которые не выглядят для вас как какой-то тезис, план четкий. Нет, нет этого. Тут что-то вибрирующее, вот такая энергия. И, видимо, это для вас будет какое-то продолжение, в котором у вас будет и материальный интерес, возможно, больший достаток. Тут не было бы счастья, но, может быть, помогает какая-то непредсказуемая ситуация. Вот даже я такое допускаю. Ну и, конечно, король кубков – это единственный персонаж в колоде Таро, тут, который умеет правильно переключаться между эмоциями и деньгами. И, может быть, вот такие две энергии. Но вообще, должна сказать, Венера у нас вначале находится в знаке зодиака Лев в начале июля. Это очень символично. И мы тогда не добавляем вопросы, допустим, деловые, да, пусть даже касаются личной жизни где-то или ваших чувств. Мы тогда не добавляем меркантильности лишней, но и те темы, которые требуют, наоборот, материального расчета или денежного такого подсчета, туда мы не добавляем эмоций. Мы как будто не запутываем сами свою собственную жизнь. К чему все идет, к чему приготовиться, давайте узнаем. Вот в этих энергиях определенно вам придется находиться. Не отказывайтесь от каких-то спонтанных предложений, маршрутов. Где-то мы сейчас только что об этом с вами сказали, потому что, да, лавировать придется. Возможно, баланс этот самый вам, а вы короли баланса, вам придется его удерживать. Возможно, когда-то у вас будут такие минуты, может быть, и дни, когда вот вам ничего не хочется, а это нужно продолжать. Придется рассмотреть какой-то предложенный план или какую-то новую конфигурацию и не сказать резко кому-то «нет». Но быть гибче, мои дорогие, это факт. Как изменится ваша жизнь? На этом новости не кончаются. Здесь будут продолжаться как новостные, может быть, через новости, как удивление вас, да, или что-то будет меняться, мои дорогие, потому что по пажу жезлов это всегда новый интерес, это новые возможности. Давайте узнаем, как изменится ваша жизнь. Но тут вообще вы перестраиваете свою жизнь. Надеюсь, я правильно понимаю, 13-й старший аркан, он говорит о завершении. И очень редко он говорит о конкретном событии, которое символизирует, ну, может быть, сложную ситуацию, которая связана с кем-то из родственников, например, да, или с кем-то из знакомых людей, ну, физическая смерть мы говорим. Это карта трансформации. Вот вы проходите трансформацию, по сути дела, карты нас к этому приводят. И вот эта необходимая трансформация, она как раз и начинается с одной новости, с одного известия, с какого-то предложения, мои дорогие. Вы в чем-то подводите итоги. Итак, как изменится ваша жизнь? Что-то должно завершиться. Вот буквально так. И аркан мага, я часто говорю, магами не рождаются, магами становятся. Именно в сложные периоды жизни мы себя узнаем как должно. Возможно, вам придется настолько переиграть ваши планы, будьте к этому готовы. Они будут с учетом 13-го аркана, как и планы, как и графики, и ретро-меркурий. Но ведь говорит еще о чем? Период, когда, допустим, могут не сработать какие-то системы взаиморасчетов. Перестройка идет финансовых систем. У нас время сейчас с вами такое. Здесь могут быть задержки.
пересмотра как расписания вашего расписания и расписания движения, банально, да, какого-то маршрута. Собирались ехать в одно место, поедете в другое. Или как-то, может быть, какими-то окольными путями, я такое не исключаю. Это по ретро-меркурию все нормально. Или как задержка какого-то рейса тоже. Ну вот что-то сбоит, да, как и в этих системах, так и буквально вот в этом графике жизни. Но раскрывает даже в какие-то, ну, может быть, и непредсказуемые моменты вашу силу совершенно по-другому. Поэтому будьте готовы к к этим энергиям и к тому, что ваша жизнь в июле не быстро, но она уже начинает трансформироваться, меняться. И для вас задача стать вот этим магом. Все стихии, опять же, будут в ваших руках. Любая стихия. Поэтому для вас наступает доброе время. Но это только первые шаги, мои дорогие. Поэтому, видимо, настроиться нужно будет на долгую дистанцию. Вот в этих таких хладнокровных энергиях. Помните, что маг – великий практик. Это ни разу не про то, что подождать, а именно что-то с приставкой переделать, переписать. И иногда в некоторых колодах здесь буквально прописан в одном углу знак Меркурия, а в другом либо знак зодиака Дева или Близнецы. Что прояснится в течение июля? Иногда мы говорим много желаний по этой карте, иногда мы говорим как длительное ожидание или какая-то прокрастинация. Когда мы кого-то ждали или мы чего-то ждали. Да, это карта иллюзий. Вот, видимо, прояснятся те вопросы, по которым у вас была прежде пауза. Или какие-то ваши желания. Может быть, тут изменения, да, в том, что вы предполагали, что развиваться какая-то история, неважно. Пусть она у кого-то любовной жизни касается, у кого-то, может быть, и финансов, или вашей работы. Вы предполагали, что что-то движется в определенном ритме, направление. Вот это меняется. И ритм, и направление. Что прояснится. И тут смотрите, по 8 мечей это искаженное восприятие. Тут действительно приходят какие-то новости, которые нас заставляют не надеяться на чудеса, но и с другой стороны не сомневаться, не создавать себе, как знаете, какой-то мрак. Ведь иногда это карта страхов. Мы могли чего-то бояться, внутренних страхов. Я не говорю буквально физический, какой-то панический там, да, страх. Нет, это именно ненужная глубокая философия на мелком месте. Вот вы чего-то тут себе могли надумать, а оно уже не так. Вот эти вопросы будут проясняться. Это точно. Какой-то лабиринт у вас заканчивается. И, может быть, в одночасье, когда вы получаете какую-то новость, более того, когда выпадает туз мечей, это требуется наши, опять же, действия, а прежде мы так ни разу не поступали. Методы вы будете менять. Так складываются события, атмосфера событий вокруг вас. Что уйдет или вы завершите сами? Карта праздника. Но не только. Это карта еще и третьи факторы, как какие-то помехи, третьи люди. Вот давайте поподробнее. Может быть, я не исключаю, все же у вас первая карта, мы говорим отдых. Иногда бывает такое состояние, когда ты настолько устал, что ты не хочешь никаких эмоций, не вот какого-то всплеска эмоционального, ты уже устал, тебя даже на радость уже какую-то не хватает словно. Но иногда это бывает и действительно какая-то помеха. Так что же это уйдет? Что уйдет? Или вы завершите сами? Значит, с учетом вот этих двух карт, это старшие арканы, значит, это в жизнях людей что-то меняется, и вы будете узнавать что-то о жизни других людей, о их планах, и ваша конфигурация ваших личных каких-то предпочтений будет претерпевать изменения. Но здесь могут быть и те помехи, которые даже в лице других персонажей вам прежде мешали, а здесь это правда станет явью. А вот смотрите, точно, как было 3 кубка, у кого-то банально, да, может проиграться, что уйдет. Может быть, это для вас какой-то такой очень важный выбор. Может быть, это по партнерам. Мы говорим иногда
как вот любовный треугольник, да, все-таки по тройке кубков. И вот была тройка, а теперь двойка. Выбор между партнерами, может быть и так. Я не исключаю, что какой-то человек этот выбор делает. Все же будем реалистами. Но именно для вас, опять же, то, что меняется в судьбах людей, для вас складывает уже совершенно другую атмосферу энергетики. Так что же уйдет, что вы завершите сами, пусть уходит. Любая пятерка недостаток, а по этой карте ненадежность. Как и ненадежность в информации, так и ненадежные люди. И вот это все стремится как будто максимально проясниться и максимально для вас как сконцентрироваться только в нужном направлении. Возможно, и вам придется ворох какой-то информации перелопатить. Надеюсь, понимаете мой сленг, или куда-то как пройти путь, прошагать по инстанциям, по каким-то конторам для того, чтобы что-то прояснить, много перемещений сделать. Но в конечном итоге вот именно путаница и помехи уходят. Да, может быть, много потребует это от вас сил эмоциональных, но, видимо, такой июль для вас это важно. Главное событие. Чем, мои дорогие весы, вам запомнится июль? А вот как раз, когда уходят эти страхи, когда наше восприятие как парило в каких-то наших предубеждениях, когда у нас словно были закрыты глаза, мои дорогие, что это такое? Давайте проясним. Девятка мечей – это то, чего нет в реальной жизни, это то, что мы надумали. Так с чем? С кем это будет связано? Возможность. Новость опять же какая-то. Какой-то пункт невозврата, точка невозврата и одновременно нового отсчета, потому что сама по себе карта шанса. Шикарно. Все то, что я говорила по предыдущей позиции. И если были вот эти разочарования, сомнения, мои дорогие, в какой-то теме, возможно, это касается взаимоотношений, дома, семьи, жизни в паре, ну и тут по-разному. Или, может быть, даже какая-то тема, которая связана с вашим одиночеством, то здесь для многих из вас захочется как этот круг тоже разорвать. Может быть, впустить новых людей. Возможно, сложится такая обстановка для кого-то, я не исключаю. Это может быть новое знакомство. И тогда и не строить грандиозных планов, но и не отказаться от какого-то нового общения в целом для вас будет важно. И я не говорю, что это обязательно только будет касаться личной жизни. Я бы сказала так, позвольте людям вообще войти в вашу жизнь, именно новым, может быть, людям, новым энергиям, к вам через где-то все же туз пентаклей, это может свидетельствовать, шанс бывает разным, но вы как отстраиваете свое благополучие, в этом будет заключаться ваша не только победа, но еще и праздник. Ведь эта карта я часто называю именно праздник после победы. И в чем же ваша сила, мои дорогие весы? По рыцарю мечей иногда проходит по этой карте бунтарь без причины. Значит, то, что вы слышите, или, возможно, есть конкретный человек, у которого, ну, такой сложноватый характер. Кстати, эта карта со знаком плюс всегда проигрывается, когда мы сами ищем правду, истину, и мы ее находим. Но вы можете столкнуться все же с тем, что вам нужно очень быстро куда-то поехать, не теряя времени. И значит, это нужно будет необходимо совершить. Возможно, это как переместиться в какую-то местность и что-то увидеть своими глазами. А для кого-то из вас вы слышите новость. И если бы прежде вы сказали, ну я еще подожду, как оно решится. Нет, тут, скорее всего, будут те дела, вопросы, которые вам придется прояснять, словно на берегу. В чем ваша сила? Это будет напрямую касаться какой-то денежной истории. Или, если мы говорим даже, да, здесь ведь по четверке жезлов, как вопросы, например, дома. Может быть, это вопросы документов, каких-то важных согласований. Возможно, это одновременно как и финансовая подушка безопасности. Для кого-то эта карта будет говорить, вы можете даже изучать что-то или понимать, что сейчас как перестройка идет. Перестройка
возможностей, допустим, в сторону работы самого на себя посредством интернета. Вот может быть и так, какого-то нового, может быть, бизнес-проекта или работы на дому. Здесь может быть совершенно какая-то необходимость и новая необходимость себя как обезопасить по финансам. Вы можете даже так, в чем вы сильны. Какой-то будет, может быть, момент для кого-то из вас, пусть это связано с новостью, или пусть это связано, когда... Вот мы говорим иногда, меня осенило, да, вот есть такое выражение, но это инсайт. Когда и с учетом рыцаря мечей, это вот какая-то мысль, которая в голову приходит, и нам нужно ее додумать. Нам нужно именно ее продолжить. Не отмахнуться, не сказать, что не, мне это показалось. Потому что за этим стоит или конкретно возможность заработать деньги, или для кого-то из вас создание бизнеса. Создание нового чего-то, нового проекта, который в последующем вам приносит деньги. И поэтому для кого-то из вас обучение за этим последует. Тут вы, правда, перестраиваете свою жизнь, поэтому будьте открыты всему новому. Не случайно у вас выпадала вот эта четверка кубков, это точно. Ведь эта карта, любая 6, это уже победа. И здесь у вас новая конфигурация по заработкам, по возможностям. Кстати, деньги сохраняйте. По 6 пентаклей мы не тратим на какую-то ерунду, и мы не даем в долг. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. А вам деньги эти пригодятся на какой-то последующий период жизни. Кто-то из вас может впервые всерьез задуматься о переезде. И правда, скучать будет некогда, хотя вам, мои дорогие весы, будет хотеться отдохнуть. Вот такие энергии. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за ваши искренние добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылки, как и на мой сайт, в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.